Всем привет! Еще совсем недавно я думал, что новые планшеты на Android близки к вымиранию из-за гегемонии iPad. Однако выпуск топовых устройств от Samsung и того же Huawei все еще подогревает интерес к подобным устройствам. Ну а в бюджетном сегменте, как оказалось, полно таблеток, которые легко могут удовлетворить требования обычного пользователя. И сегодня у меня на обзоре весьма доступный, но от этого нисколько неплохой Blackview Tab 11. Скажу даже так, вы получаете от него намного больше, чем платите валютой. По большому счету, это лучшая модель данной компании. Разве что совсем недавно вышел и Tab 15, который глобально отличается наличием аж 4 динамиков против 2 у Tab 11, более емкой батареей и чуть менее производительным процессором. Ну а теперь подробней, кому же адресованы столь доступные планшеты. Если планшет, то iPad, думают многие. Однако модель 2022 года с объемом памяти в 64 гигабайта стоит более 30 тысяч рублей. И прямо скажем, это не лучший вариант потратить свои деньги. Да что уж говорить, мой старый iPad 6-го поколения на Авито бэушном продается и вовсе по цене плюс-минус такой же, как герой сегодняшнего обзора. Так что да, вы угадали, в моей семье Blackview сменит планшет Apple, купленный почти 5 лет назад на момент выхода обзора. И конечно же, я буду сравнивать Tab 11 именно с ним. Комплектация богатая. Тут вам и чехол, который уже надет на устройство, и зарядка пускай на 10 Вт, зато докупать ничего не надо. Ну и наконец OTG кабель, с которым и вовсе можно будет дешево и сердито сделать настоящее рабочее место. Чехол неплох, но закрывающая экран обложка нисколько не защищает дисплей от пыли и легко отходит от него, так как не удерживается в прямом смысле ничем. При этом экран активируется при открытии чехла, и в особо свободной сумке вы рискуете получить разряженный планшет ближе к концу дня, даже ни разу им не воспользовавшись. Зато конструкция позволяет поставить планшет вертикально под достаточно удобным углом, то есть чехол не идеален, но все претензии к нему снимаются по одной простой причине – он комплектный и в любом случае неплохо защищает устройство. Спереди обращают на себя внимание довольно тонкие рамки вокруг экрана, что для данного ценового сегмента очень даже здорово. Кроме этого отмечу отличное олеофобное покрытие экрана и отсутствие защитной пленки, хотя в первых партиях она была наклеена уже с завода. Корпус металлический, с небольшой пластиковой вставкой сверху для работы антенн. Ничего не скрипит, не люфтит, сборка отличная. Да и вес устройства всего лишь 460 грамм, толщина 8,1 мм. Снизу на планшете присутствуют два динамика, причем весьма и весьма неплохих. Я сравнил качество звука с уже упомянутым старым iPad и остался доволен. Да, яблочный гаджет чуть лучше по басам, но вот по громкости уступает и весьма солидно. Главное, что в альбомной ориентации динамики дают хоть какое-то стерео, в отличие от старого iPad. Между динамиками притаился и магнитный интерфейс для клавиатуры, которая более не выпускается. Это досадно, теперь Blackview продает лишь беспроводную модель K1. Еще на корпусе мы найдем качельку громкости и кнопку питания с левой стороны. Мне как правше такое решение не слишком понравилось, оно явно ориентировано на использование гаджета портретной ориентации, а сразу над ним и порт 3,5 мм джек для подключения проводных наушников. Ну а в углу снизу интерфейс Type-C для зарядки и подключения устройств. Вот с его местом угадали на все 100. Наконец, самое интересное. Лоток для сим-карт, который позволяет использовать либо 2 сим, либо сим-карту и microSD, а объемом до 1 терабайта. И это учитывая наличие 128 гигабайт встроенной памяти в базе, которой наверняка хватит большинству. Все это в стандартной комплектации. Напомню, что крупные производители за планшеты с полноценным модемом требуют доплат, причем порой весьма существенных. Естественно, в планшете есть и звонилка, так что любители ультралопат будут только рады, ведь Blackview Tab может легко заменить вам и смартфон при желании. IPS-экран неплохой, имеет диагональ в 10,36 дюйма, однако есть так называемый гостинг, пусть и не ярко выраженный, когда при смене картинки остается шлейф или остаточное изображение. Честно сказать, я не понял, программная ли это особенность или аппаратная, так как в настройках экрана есть только регулировка цвета и контрастности. Но в целом оно не особо мешает и далеко не каждый это в принципе увидит, а в играх и вовсе все это незаметно.
Производитель заявляет о 2К разрешении, что, конечно же, не имеет ничего общего с реальностью, так как 2К тут взято из количества пикселей по длинной стороне экрана. Разрешение тут 2000 на 1200, что чуть больше Full HD и обеспечивает плотность пикселей в 225 ppi. Это вполне в рамках нормы. Максимальная яркость достигает 400 люкс на уровне старенького iPad. Регулировка яркости довольно странная, так как по факту уже ниже 2/3 всего диапазона уровень подсветки становится недостаточным. Поэтому у меня все время по факту была выставлена яркость на максимум. С шим все интересно. Если пользоваться пульсометром без подключения к ПК, регистрируется пульсация ниже 1/3 от максимальной яркости. Однако при подключении устройства к ПК с установленной утилитой я увидел типичный 1% коэффициента, свойственный для IPS-экрана. Честно сказать, я не понял, почему в стендалон режиме пульсометр показывает такие данные, но одно могу сказать точно. Даже 15-20% шима в общем-то не страшны, и глаза лично у меня никак не уставали. Кстати, как вариант, данный планшет можно купить на замену электронной книги. В конце концов, полноценная читалка на 6 дюймов от того же Onyx может выйти и дороже. В любом случае ждите обзор Volte 3 через пару недель. Углы обзора дисплея неплохие, но понятное дело, при взгляде по диагонали заметна инверсия цветов. Чудес тут нет, и старый iPad в этом отношении качественней. По производительности. Китайский процессор может отпугнуть, ведь вы почти наверняка ничего о нем не слышали. Но архитектура ARM тем и хороша, что производители лицензируют уже готовые ядра и собирают конструктор из готовых блоков. Используемый Unisoc T618, пускай и не бьет рекордов в бенчмарках, по факту является весьма неплохим решением, так как его производительности хватает абсолютно на все задачи. Самое забавное, что представлен миру он был аж в 2019 году, и на тот момент техпроцесс 12 нанометров и вовсе был вполне актуален. Тротлинга нет вообще, а графическая часть в виде Mali G52MP2 с частотой 850 МГц и вовсе находится на уровне Adreno 610. Что же на деле? Современные игры идут, чаще на средних настройках, но тот же Genshin, естественно, только на минимальных. С другой стороны, что вы вообще хотите за 200 баксов? Я, например, возможность запуска старых игр через эмулятор, и тут все прекрасно. Даже звук почти не заикается, а это частая болезнь подобного программного обеспечения. Но проще один раз увидеть, чем 100 раз услышать, так что все внимание на экран. У планшета весьма неплохой объем ОЗУ, целых 8 гигабайт, типа LPDDR4, а вот с постоянной памятью дела не очень. Во-первых, она всего лишь eMMC 5.1, а во-вторых, ее скорость даже не выходила на максимальную скорость моего интернета. Загрузка со скоростью 10 мегабайт в секунду приводила к ощутимым замедлениям и лагам. И да, это будет незаметно при реальном использовании, но одновременно что-либо скачать и комфортно пользоваться не получится однозначно. Используемая прошивка, скорее всего, не получит никаких обновлений. Местная оболочка лишь чуть улучшенный AOSP с парой доработок и фич. По качеству работы иногда бывают легкие лаги и фризы, но не критичные. Жаль, конечно, что версия Android тут лишь 11, но если смотреть правде в глаза, обратная совместимость позволит запускать все новые приложения еще в ближайшие лет 5 минимум. На 4 PDA были жалобы на работу Кинопоиска, однако я с ними не столкнулся, все фильмы проигрывались на ура. Наконец, аккумулятор. Он имеет объем 6580 мАч. Учитывая, что планшет в основном я использовал с максимальной яркостью, утекает он достаточно быстро. Даже рекламные проспекты показывают довольно скромные показатели. И если честно, это, пожалуй, единственный аспект, по которому я могу придраться к планшету. Плюс зарядка тут, как вы вероятно помните, всего 10 Вт. Зарядить батарею быстро не получится. По камерам никаких неожиданностей. Huawei фотографирует ровно на цену устройства, я бы убрал ее вовсе. Но если вы действительно будете использовать планшет вместо телефона, то почему нет? А вот фронталка удивила неплохим качеством, в том числе и в видео. Ну а видео записывается приблизительно в таком формате. Вполне неплохо, как по мне. Оцените сами и напишите соответствующие комментарии под видео. Перейдем к итогам. За $219 вы получаете не просто рабочее устройство, а с весьма приятными характеристиками. Из найденных минусов низкая скорость встроенной памяти и довольно слабенькая автономность. В остальном же это актуальный гаджет за минимальный прайс, который можно рекомендовать к покупке. И отвечая на вопрос, кому же нужны такие планшеты, я сейчас могу с уверенностью сказать, кому угодно. Он может заменить и простенький ноутбук, и электронную книгу, а кому-то и вовсе выступить в роли портативной приставки. В общем, как я и говорил в начале обзора, получаете вы намного больше, чем платите. Это факт. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь и ставьте лайк, ведь впереди нас ждет много интересного.